Всем привет! Если вы зашли на это видео, то наверняка знаете игру Hello Neighbor, которая в свое время не стыдно хайпанула, но к релизу, к сожалению, не оправдала надежд и ушла далеко от концепта. Все это произошло по причине того, что издатель Tiny Build после того, как начал сотрудничать с разработчиками, решил направить игру в сторону детской аудитории и хайпа. Денег и ресурсов у издателей и разработчиков было предостаточно для того, чтобы сделать то, что они задумывали. Было бы желание. Игра претерпела серьезные изменения, и далеко не все они были приятными. Про эту деградацию я уже рассказывал в одном ролике, так что перейду ближе к сути. Начиная с Альфы 2 в игре постепенно начал меняться стиль рисовки. Из мультяшно-реалистичного в нереалистичный мультяшно-хаотичный. Многим этот стиль не понравился, но мало кто обратил внимание на то, что это не последнее изменение стиля в игре. Если в Альфе 2 разработчики старались над стилем и его видом в игре, то с Альфы 3 разработчики полностью забили на детализацию 3D объектов и начали вместо индивидуального рисования текстуры каждому объекту использовать готовые материалы. Но даже это не все. Готовые текстуры являются максимально примитивными и яркими, они не сочетаются между собой. Как итог, все превратилось в разноцветную раскраску со смешными низкополигональными объектами. Детишкам подобное, конечно, нравится, но многие такого прикола не оценили. Никак это не создает атмосферу, подходящую под задумку игры, и это я даже искусственный интеллект не затронул. Для не очень вменяемых напомню название Hello Neighbor, что переводится с английского языка как «Привет, сосед». Жуткий сосед и его не менее жуткий дом — это фундамент. База, на которой строили игру с самого начала и до самого релиза твердили об этом. Официальное описание игры в Steam только подтверждает мои слова. Игра так и не обрела популярности в широких кругах, что справедливо, но за задумку очень обидно. Несмотря на это, я эту игру очень люблю за свою уникальность, и таких как я немало. Поэтому однажды летом 2021 года я научился модифицировать файлы игры, и ко мне пришла идея заменять модельки игры на те, что относятся к стилю Альфа 1. Меня понесло, я как лудоман увлекся процессом, тратя все больше времени и получая долгожданный результат спустя кучу провалов. Я столкнулся с огромным количеством проблем и ограничений, из-за которых приходилось применять нестандартные решения и костыли. Еще и мои познания в геймдеве были очень поверхностными, а моделировать я не умел от слова совсем. Тем не менее, спустя почти 3 года разработки и проблем как с проектом, так и в жизни, я смог достичь удовлетворительного результата. Поскольку это не полноценный ремейк, а модификация, которую я делал практически в одиночку, не стоит ожидать чего-то нереально крутого. Но игра преобразилась достаточно сильно и стала ощущаться по-другому. Теперь я готов поделиться этим модом с общественностью. В описании будет ссылка на страницу в GameJolt, где вы сможете его скачать. Устанавливается он поверх основной игры путем замены файлов, поэтому обязательно сделайте резервную копию игры, если не хотите потерять оригинальный релиз. Скачивайте установщик, запускаете, читайте, что там написано, выбираете путь к игре, выбираете версию игры, жмете установить, ждете некоторое время и готово, игра модифицирована. Советую также сделать копию ваших сохранений, они располагаются в этой папке, потому что для стабильной и правильной работы модификации необходимо начинать игру с нуля. Далее стандартным образом запускаете игру. Перейду к основным изменениям в игре. Переработано вообще все, на что меня хватило. Например, интерфейс переработан, в настройках имеется дополнительное меню с настройками мода. В игре на английскую кнопку U открывается чит-меню, или же простыми словами консоль, которая обладает обширным функционалом. Тут есть вообще все, что душе угодно. Подробно описывать ничего не буду, сами попробуйте. Теперь касаемо геймплея. Одно из важных нововведений — это отбирание квестовых предметов у игрока после смерти. Они возвращаются на то место, где изначально лежали, но если вдруг вы не хотите такого, в настройках я оставил возможность это отключить, хоть рекомендую этого не делать. Сам сосед стал более агрессивным и приближенным по поведению к Альфе 1. Он бросается капканами, бегает медленнее, лучше паркурит, меньше теряет игрока, имеет более страшную музыку и так далее. Хотя он все равно остается тупоголовым овощем, так как исходный код игры невозможно отредактировать, а следовательно в корне изменить поведение соседа не представляется возможным. Еще переработана система камеры игрока, она стала более адекватной. В релизе вообще какой-то трэш, игрок будто из груди смотрит и очень сильно упирается в пол при наклоне. Упомянуть также стоит то, что я уделил немного внимания мелочам. Понаделал всяких фич, которых в релизе не было. Последний сюрприз — это зимняя версия мода. Я планировал выпустить мод до 1 января и немного опоздал, но зима еще не закончилась. Да и это не последняя зима в нашей жизни, по крайней мере я на это надеюсь.
Важный момент. В игре могут встречаться серьезные баги и недоработки, которые я по возможности буду чинить. Если вы встретили что-то подобное, сообщите о них в комментариях к специальному посту на странице модификаций в GameJolt, либо мне в личные сообщения ВКонтакте. На этом все. Надеюсь, что этот мод продлит жизнь этой игры и подарит новые впечатления игрокам. Прошу поставить лайк под видео, это поможет продвижению модификации. И если хотите, можете заценить другой мой контент на канале.